Здравствуйте, с вами Валентина. Сегодня будем шить вот такую наподобие косметичку или пенал для карандашей. Я взяла ткань, у меня плащевка, остатки 28 на 38. Я ее простегала, взяла обыкновенную ткань, это у меня лен, простыми стежками, не переключала на свободный ход, просто прошила, сделала как бы фигурную отстрочку. Внутри синтепон. Она немножко будет держать форму, ну и в то же время она будет как бы толстенькая. Можно проклеить. Если у вас плотная ткань, то проклеивать не обязательно. Нам понадобится молния. Изначально я хотела взять брючную молнию. По краям пришить ткань, чтобы сами звенья не попадали нам в шов. Ну, потом взяла молнию все-таки на метраж. Как нам сделать выкройку? Ширину мы не трогаем. Мы берем высоту. Высота у меня 38 сантиметров, и мы ее должны разделить на 4. Получается 9. И получается мы 9, 9, 9. Остальные 9 мы делим пополам. Получается 4,5. Но так как у меня 38 не делится на 9, а 36, у меня остается 2 сантиметра лишних. Это не та ювелирная работа, где те же 2 миллиметра мы должны раскидать. Мы этот сантиметр добавляем наверх и сантиметр вниз. Как сделать глубину? Вот у нас здесь по 9 сантиметров. 9 делим на 2, получается 4,5. И вот 4,5 у нас будет углубление. Если у вас будет проходить здесь шов, то, соответственно, вы должны его не учитывать. Шов будет сам собой. Вы забираете эти, сколько вы берете, 0,7 мм на шов. Но, чтобы здесь у вас получилось 9. Нам нужны припуски на швы. По краю, с одной стороны и с другой, мы прибавляем припуски на швы. Если у вас тонкая юбочная молния или потайная, то нужно прибавить и по ширине. Если у вас толстая, не обязательно. Этот сантиметр, что мы прибавили, он как раз уйдет у нас в шов, и все ровно ляжет. Для удобства прочертила линию, где будут проходить швы, и уже от швов я заданные сантиметры начертила. Теперь мы вырезаем. Вот вырезаем вот эти части. Видите, вы их соединили, и эти части соединяем. Целиковые остается верх, это низ и верх. И также вы выкраиваете подкладку. Здесь внутри вы не прибавляете припуски на швы. Вырезаете прям по намеченным линиям. Подкладочную ткань можно не расчерчивать, а вырезать по вашей заготовке уже вырезанной. Если ваша косметичка без подкладки, то обметываем верхние края, то есть верхний и нижний, и вшиваем молнию. Если у нас подкладка, складываем лицо к лицу, молнию располагаем так, чтобы у нас край молнии был вровень с нашими швами, и прошиваем с одной стороны и с другой. Одну сторону прошила, сделала отстрочку. Вот наш край. Теперь мы берем этот край сюда. И подкладка у нас, видите, отдельно. И эту сторону. И также прошиваем. И делаем отстрочку. Сшила вот такую полосочку. Это будут петельки. Вот делю пополам. И пришиваем вот где у вас стык молнии. Вот, допустим, молния у меня закрыта. Вот так я ее пришью. Ну, покороче сделаю, чтобы было удобнее открывать молнию. Теперь смотрите, вот наша молния, подкладка. Видите, вот она, серединка. Берем другую серединку от подкладки, складываем подкладку лицо к лицу. Эту саму косметичку мы с вами выворачиваем на другую сторону. Ну, сейчас я выровняю. Вот. И прошиваем. И потом тут тоже так же прошиваем. Получилось у нас вот так.
Отверстие у нас большое. И через любое из 4 отверстий мы выворачиваем. Вот что у нас получилось. И нам осталось сшить эти углы. Открываем косметичку, выворачиваем. И просто берем, соединяем вот эти вот углы. Тут как раз острые, видите, хвостики. Вот мы их должны соединяем с подкладкой и прошиваем. И обрабатываем край. Или на оверлоке, или косой бейкой. Я буду обрабатывать вот прям в тон подкладки. Длинную полосочку сделаю. Как сделать вот такие вот углы, чтобы они были закрыты. Выкроила полоску. Ширина 4 сантиметра. И что я делаю? Смотрите. Беру, вот полоска. Накладываю друг на другу. Углы подворачиваю вовнутрь с одной стороны и с другой. И прошиваю. И вот когда мы выворачиваем, у нас эти необработанные края, они уже будут скрыты. Вот так выравниваем, подворачиваем и прошиваем. Я дошила. Вот такая чистенькая она изнутри. И вот такая она у нас снаружи. И теперь давайте сравним. Вот одна. Вот другая. Одна и та же выкройка. Только на вот эти части, здесь вроде мы по 7 брали или по 6, я уже не помню. А здесь по 9. Вы видите, вот это получилось более квадратное. И готовый вид у нас получился 17 на 11 от 28 и 38. Вот такая вот маленькая, аккуратненькая, пузастенькая получилась. И вот сравните. Это видео у меня тоже есть. Всего доброго. С вами была Валентина Никита. Пишите комментарии. Пока-пока.